I'd like to start off today with just a little meditation to accept the wonderful energies from the deities, if you don't mind. Сегодня, если не возражаете, я хотел бы начать с небольшой медитации на приятие чудесной энергии. If you'd like to participate, one would just sit or stand as one likes, with hands out and just accept, allow the energy of the deities and just accept the energy and just feel it. Если хотите поучаствовать, то можете просто сесть спокойно или встать, обратившись лицом к божествам, раскрыть свои руки и просто принимать и позволять энергии божеств входить в вас и чувствовать ее. It all depends on how you accept it. Здесь все зависит от того, как вы ее принимаете. All things depend on how you accept it. Все зависит от того, как вы принимаете это. Anything, whatever it is you do, whatever it is you experience, the most significant factor is how you accept it. Все, что бы вы ни делали, чего бы вы ни получали опыт, зависит от того, как вы это принимаете. And this is a secret. И в этом секрет. Because in our conscious awareness, we don't think like that. Потому что в нашем сознательном восприятии мы не думаем так. We take experiences, we go through life, and we are not really aware of all the choices we have for accepting whatever it is that comes to us. Мы получаем различный опыт, мы живем и не осознаем тот выбор, который совершаем, и то, что мы принимаем. Now, when we're more aware, we realize that we have a choice. Когда мы становимся более осознанными, тогда мы понимаем, что у нас есть выбор. I think here, just accepting the deities is a perfect example. Мне кажется, вот здесь просто приятие божеств — это совершенный пример. It all depends on how you accept. Это все зависит от того, как вы принимаете. You could say it has no meaning, it is not very significant, or it's my imagination. Вы можете сказать, это не имеет какого-то значения, или это мое воображение, или это не важно. And for you, the experience would be so. И тогда ваш опыт и будет таковым. But you don't have to think like that. Но вы не обязаны так думать. The main obstacle would be your belief system. Тогда основное препятствие было бы именно в вашей системе убеждений. You know what the primary difference between a spiritualist
and I hate to use the word, but just for the sake of this argument, and a materialist is? И знаете, в чем основная разница между духовными людьми, и я ненавижу использовать это слово, но придется материалистами. It's what they accept. Разница в том, что они принимают. And that's very deep. И это очень глубоко. That simple phrase, it's what they accept. Это простая фраза, что они принимают. We use that all the time. Мы используем это постоянно. Well, this group of people accepts this group of people accepts that. Эта группа людей принимает то, а эта группа людей принимает другое. It's a simple, commonplace point. Это простой момент. And there is the key to all evolution. И при этом здесь ключ ко всей эволюции. If I turn to the deities and accept their energy, Если я повернусь, обращусь к божествам и приму их энергию, that means I don't block it. это значит, что я ее не блокирую. The only way you would not feel their energy is if you block it. Единственное, почему вы можете не ощутить их энергию, если только вы ее блокируете. You would say, no relevance, not for me, don't believe it. Вы, может быть, скажете, это мне не актуально, это не для меня, я не верю в это. Now that's fine, that's your choice. Ну, это прекрасно, это ваш выбор. You do what you like. Вы делаете то, что вам нравится. You accept what you want. Вы принимаете то, что хотите. Now, I would not say that's in your best interests. Но я бы не сказал при этом, что это будет в ваших лучших интересах. To reject this energy. Отвергать эту энергию. But then again, maybe it's not that what I think. Но тогда опять же, может быть, это не так, не то, что я думаю. Maybe you don't want to accept because you have a good reason. Может быть, вы не хотите принимать, потому что у вас есть на то хорошее основание. But at least we should be clear on this point of the power of acceptance. Но, по крайней мере, у нас должна быть ясность в этом моменте, в силе приятия. Previously, we've been talking in the last 2 days about that elusive thing called the moment, which is all-pervading. В последние 2 дня мы говорили об этом таком неочевидном моменте, как настоящий момент, текущий момент, и который при этом он всепронизывающий. But there's another point that comes along with that living in the present, and that is acceptance. Но есть еще один важный момент, который связан с тем, чтобы жить в настоящем, и это как раз приятие. Even if I got my awareness to the point where I'm living in the present, I may not accept. Даже если мое осознавание таково, что я живу в настоящем моменте, но при этом я могу не принимать. 2 nights ago we talked about people who lived in the country or people from previous times. They didn't have all these troubles we have about accepting the present moment. 2 дня назад мы говорили о людях, которые живут в сельской местности или которые жили в давние времена. У них не было проблем или нет проблем в том, чтобы жить в настоящем моменте. Even animals have absolutely no trouble whatsoever accepting the moment. Даже у животных абсолютно нет никаких проблем с тем, чтобы принимать текущий момент. For them, it's natural. Для них это естественно. It's where life takes place. Это именно там, тогда, когда и происходит их жизнь. But we have all these like belief systems and ideas and egoistic conceptions. Но у нас есть все эти системы убеждений, разные идеи и разные эгоистические концепции. I can't do that. Я не могу делать вот то-то. Or I will not do that. Или я не буду этого делать. Now, for one who wishes to live, the primary power to do so comes from the principle of acceptance. Человека, который действительно хочет жить, первичная, главная сила исходит как раз из приятия. To accept what is, to accept things as they are. Принимать то, что есть, и принимать все таким, как оно есть. You might have noticed I've been a little sick these last few days. Вы, может быть, заметили, что я немного приболел последние 2 дня. And it's been
not very pleasant. И это, конечно, не очень приятно. But I kind of accepted it. So today I just kind of was a hermit in my room. Я как постарался это принять, и сегодня я такой как бы отшельник в своей комнате. I came down in the temple and was just meditating. Спустился в храм, помедитировал, And then I went in my room and just shut everything up and tried to create my space. затем я вернулся в свою комнату, все как бы выключил, закрыл все двери и старался создать собственное пространство. I decided to enforce my space. Я решил как бы своей силой, своим выбором восстановить свое пространство. Enforce means you make it happen. То есть я решил обязательно сделать это. So I pushed out my space. Я буквально раздвинул границы своего пространства. And then I cleansed away all things not me. Затем очистил его от всего того, что не является мной. And had a very interesting afternoon. У меня был очень интересный день сегодня. Shiva brought some of the music we played on the 30th. Шива принес музыку, которую мы играли 30 апреля. Now, you probably don't know this, but on the 30th, 6 major planets in the sky were perfectly aligned. Может быть, кто-то не знает из вас, но 30 апреля 6 главных планет на небосводе, они полностью выровнялись. And when I listened to the recordings of the music, I understood we were somewhere on that line. И когда я слушал музыку, которую мы играли в тот день, я понял, что мы были как раз где-то на той самой линии. So I just accepted the music. I allowed the experience of whatever the sound is to take me wherever it wished to take me. Я постарался опять же принять эту музыку, постарался позволить звуку, каком бы он ни был, унести меня туда, куда бы он меня не And I унес. was traveling all over the place, И при этом я путешествовал повсюду, много где. feeling so many unusual and often forgotten experiences, just being immersed in the energy of the music. Я просто погрузился в эту энергию музыки и получил необычайный опыт, и некоторые из которых уже забыт был мной. So being sick, I could accept as a bummer, bad situation. Вот, то есть, в принципе, я мог бы принять эту ситуацию, когда я приболел, в том, что это такое нехорошая ситуация, несчастье. But today I said, no, I'm going to do something else with it. Но сегодня я решил, нет, я собираюсь сделать этим что-то другое. Sometimes we face loss, Иногда мы сталкиваемся с утратами, and it's how we deal with it is more a product of our acceptance. и то, как мы с этим справляемся, это больше всего зависит от нашего приятия. Some people never accept loss. Некоторые никогда не принимают They fight it all the time. потери, они постоянно с этим борются. They refuse to acknowledge it. They refuse to accept it. Они отказываются это признавать, отказываются это принимать. One of the, I would suppose, very essential elements of society is dealing with the death of someone you love. Один из, я думаю, самых таких существенных аспектов жизни общества — это как справляться с ситуацией, когда вас покидает кто-то, кого вы очень любили, Because we don't want to accept it. когда он умирает. It's very painful. Такие ситуации мы не хотим принимать, это очень болезненно. So often we just never accept it. Поэтому часто мы так остаемся в этом состоянии, так и не приняли этого. We never really let go of the person. Мы никогда по-настоящему так и не отпустили человека. So we have this conflict inside. И у нас происходит внутри этот конфликт. But in some cultures, the rite of passage of death is very clear. Rite of passage? You don't know rite of passage? Rite of passage? It's these are cultural things, like when you become a man, when you get married, when you die, right? Like some scars, but rite of В passage. некоторых культурах
вот этот ритуал смерти, это событие, оно очень ясно и четко определяется. There is a procedure, there is a ritual. И с этим связан определенный ритуал или процедура. I don't feel like telling you about how they do it in India because it's so incredibly graphic, but when that person is finished with the funeral, they know it's over. Я не собираюсь во всех деталях описывать вам, как это происходит в Индии, например, потому что это слишком такие драматичные картины, но суть в том, что когда этот ритуал, когда похороны заканчиваются, все абсолютно уверены, что все закончилось. But sometimes we have not really a proper rite of passage and somebody just dies and there's no termination to it, there's no letting it go, there's no acceptance. Но иногда это происходит без должного ритуала, кто-то просто умирает, и это вроде бы произошло, и не происходит отпускание человека, завершение ситуации. One of the more interesting things, especially for ladies, is growing old. Одно из интересных таких моментов, особенно для женщин, это вот процесс старения. It's often the hardest thing there is. Часто это самое трудное, что вообще может быть. Because it's irreversible. Потому что это необратимый процесс. It's happening. Это происходит. And day by day, those things which we use to identify ourselves, we use to set ourselves in this world, disappear. День за днем, вот все то, с чем мы привыкли отождествлять себя, к чему, что мы все там, как само собой разумеющееся, оно уходит. Our beauty, our looks, not only ladies, men have it too, but in a different way. Наша красота, то, как мы выглядим, не только у женщин, у мужчин тоже это. Men have it with strength, with capacity, with speed, all reduced. У мужчин это происходит в отношении вот, их силы, их способностей, все это у них уменьшается. And accepting this is very difficult. И принимать это очень трудно. So sometimes people fight it and do plastic surgery. Иногда люди пытаются как-то бороться с этим, делают пластическую хирургию. You know, get rid of wrinkles here, get rid of there, and then lift up here, and then figure out there. Избавляются от морщинок там и сям, что-то где-то приподнимают, что-то где-то приводят в порядок. In an effort to fight aging. И в таких усилиях они пытаются сопротивляться процессу старения, бороться с ним. Men do it with pills and other things. Мужчины делают это с помощью таблеток и еще другими способами. Now, our problem is that we have been programmed to not accept. Наша проблема в том, что нас запрограммировали на то, чтобы не принимать. Take this aging. We've been programmed to not accept. Возьмите это старение. Нас запрограммировали не принимать это. What about being a little chubby? Как насчет того, чтобы немножко потолстеть? There was a show in America, I don't know if you knew about it here, it was called Medium. В Америке есть такое шоу, не знаю, есть оно ли здесь, называется... It was about some lady who was a psychic who worked for the police department in Называется «Медиум». Там про женщину экстрасенса, которая работает с полицией в Аризоне. Now, the lady who was playing this person was a little chunky, became a little chunky. И вот актриса, которая играла, эта женщина, она стала так немножко полнеть. So they wanted to get rid of her. И они решили от нее избавиться. And she was fighting this in the courts. И она подала на них в суд. Because there is this idea that you should never be anything bigger than a toothpick. Потому что есть почему-то такое представление, что вы не должны быть толще, чем, допустим, зубная палочка. And it becomes very hard to accept your body. И тогда становится очень трудно принимать свое тело. Because nobody can fit the standards that are being placed by society. Потому что никому не удается соответствовать стандартам, которые не предъявляет общество. So one looks in the mirror and sees the aging body that's sagging and becoming
fatter or not as muscular, and one doesn't accept it. И вот человек смотрит в зеркало, видит там это тело, которое начинает дряхлеть, сила мышцы теряется, стройность теряется, и он не может это принимать. Well, one could accept it. Но он мог бы это принять. One could just as well say, hey, it's me, this is the way I am. Он мог бы точно так же сказать, эй, так это же я, вот я такой. I am this age, I am this weight, I am this form. Вот у меня такой возраст, у меня такая форма, такой вес. It's not going to change. Это не изменится. If I do plastic surgery, I'm going to look like some robot. В конце концов, если я сделаю пластическую операцию, я буду выглядеть как какой-то робот. There are examples of that in Hollywood of plastic surgery going horribly wrong. В Голливуде очень много примеров, когда эти пластические операции, они ужасно заканчивались. So when you look in the mirror, how you perceive what you see depends almost entirely on the way you accept it. Когда вы смотрите в зеркало, как вы воспринимаете то, что вы там видите, это полностью зависит от вашего приятия. In fact, I'm going to pinpoint two specific things. На самом деле я хочу подчеркнуть вот два конкретных момента. How you accept your body Это как вы принимаете ваше тело and how you accept God. и как вы принимаете Бога. Let's start with our body. We've already been there in this discussion. Давайте начнем с нашего тела. Мы уже затрагивали это в наших обсуждениях. If we accept it as it is, we're peaceful. Если мы принимаем его таким, какое оно есть, тогда мы спокойны и умиротворены. That does not mean we don't sometimes go on a diet or that we don't do exercise or we don't watch what we eat. It doesn't mean that at all. Это совсем не значит, что мы при этом не делаем упражнения, не следим за нашей диетой и так далее. Это совсем не значит этого. Because it's very important for our health and our well-being that we maintain this body in a healthy way. Потому что это очень важно для нашего благополучия, чтобы мы следили за телом, поддерживали его в здоровом состоянии. But we're growing older. Но мы стареем, Everybody. каждый. You can't avoid it. Вы не можете этого избежать. And so just accept it. Поэтому просто примите это. What I like about growing older, if I can talk about me for a second, is that so many illusions I don't have to mess with. То, что, если вы позволите мне поговорить о себе, то, что мне нравится в этом процессе старения, что столько много иллюзий, с которыми мне приходится встречаться. I don't worry about how people think how I look. Я не беспокоюсь, что люди думают о том, как я выгляжу. I just am. Я просто есть. And I know I'm not going to impress young girls. И я понимаю, что мне не удастся произвести впечатление на молодых девушек. I know they look at me like their grandpa. Я знаю, что они уже смотрят на меня как на дедушку своего. It was quite a shock to me to realize that many of these young girls who are supposed to be the epitome of femininity, I'm older than their grandfathers. Для меня тоже стало таким шоком замечать, что эти девушки, которые вроде должны быть как бы воплощением женственности, я уже, может быть, даже старше, чем их дедушки. And at one point you say, hey, I don't need to worry about all that stuff anymore. В какой-то момент вы говорите, эй, так мне уже не нужно об этом всем беспокоиться больше. And I don't need to worry about building an empire. Мне больше не нужно беспокоиться о том, чтобы строить какую-то свою империю. Or making my mark in the world. Или, так сказать, оставить след после себя в мире. That ship has sailed. Этот корабль уже ушел. And what do I worry about? О чем же мне беспокоиться? Day by day, the next day. День за днем, просто о следующем дне. It's an interesting experience. Это интересный опыт. What's another interesting experience about growing older is that you have this incredible amount of experience. Что еще примечательно в том, когда вы становитесь старше, стареете, это
то, что вы замечаете, какое у вас огромное количество опыта. Sit me down in front of something nice to eat, and I can tell you about history and stories and personalities and all kinds of jazz. Если вы сядете со мной, и у нас будет что-нибудь вкусненькое поесть, я могу столько всего рассказать. Про историю, про каких-то личностей, много всего. And by now I've seen almost all kinds of personality types. They don't surprise me anymore. И к настоящему моменту я в своей жизни повидал уже столько, так сказать, типов личности, что меня уже никто особо не удивляет. So a lot of experience, like somebody says, I have this problem. I say, oh yeah, I had that problem 40 years ago. Yeah, I did this and that and that. Много опыта, это означает, кто-то говорит вам, ой, у меня такая проблема. А я говорю, да, у меня такая же была 40 лет назад, и я могу много вам что об этом рассказать. And when you walk around, people kind of, you know, they don't worry about you. They give you a certain respect or a certain stature. Oh, they're old. И еще, когда вы ходите где-то по улицам, люди как-то особенно про вас уже не беспокоятся, они вам уже автоматически приписывают какой-то статус, относятся с уважением, они говорят, вот, ну это пожилой человек. Other men don't see you as a rival. Другие мужчины перестают видеть вас соперником. So, I've learned that by just looking at age or looking at the body with a different point of view, I transform my perception entirely. И я научился тому, что воспринимая свой возраст, свое тело с другой точки зрения, я могу полностью изменить свое восприятие. Society needs older people. Потому что обществу нужны такие пожилые люди. They are elders. Они становятся старшими, как старейшинами. Every society that, except for our modern one, elders have been respected as those who carry knowledge and culture and give it to the younger. Во всех обществах, во всех культурах, может быть, за исключением современного нашего общества, всегда очень уважались и почитались старейшины, как те, которые передают знания и опыт молодым. Without this transmission from the older to the younger, whatever a society is lost. Без этой передачи преемственности от пожилого поколения к молодым, ценности общества утрачиваются. But what if you're not old? What if you're young? Но что если вы еще не пожилой, что если вы еще молодой? Well, acceptance that there are a certain set of challenges you have to face. Ну, здесь тоже нужно приятие того, что есть определенные испытания, с которыми вы должны столкнуться. Accept them in a relaxed fashion because it's your task. И вам нужно встречать их расслабленно, потому что это ваша задача. Finding your mate. Найти себе спутника жизни. It's very important when you're young. Это очень важно, когда вы молоды. Getting enough education or learning skills so that you can pay for things when you get older. Получить достаточно образования, достаточно навыков, развития способностей, чтобы вы могли платить за все, когда вы будете стареть. Learning how to chart out your space in this world by dealing with others. Научиться тому, как вычерчивать свое пространство в этом мире, во взаимоотношениях с другими. Everybody has their challenge to accept. У всех есть свои вызовы, испытания, которые нужно принимать. And everything in life depends almost entirely on how you accept it. И все в жизни практически полностью зависит именно от того, как вы их принимаете. So the first challenge is to accept your body, accept your age, accept your economic condition, accept what you are. И первый такой вызов. What happened? The battery just died? Your battery died? Yeah. Animals is nice.
Plus there. Первый такой вызов или испытание в том, чтобы принять свое тело, принять свою экономическую ситуацию, какой вы есть. So, acceptance Итак, приятие is an important aspect of this equation. – это очень важный аспект этого уравнения. And then you've got God. Затем есть Бог. Now, it's more difficult to just accept God. Это более трудно просто принимать Бога. First of all, when you call whoever it is we're talking about as God, immediately all kinds of conceptions come up. Прежде всего, когда вы называете того, кто бы это ни был, Богом, сразу же возникает очень много разных концепций. In the same exact way, like when we talk about woman, there are these archetypical ideas about woman. Точно так же, когда мы говорим о женщинах, есть вот эти архетипические представления о женщинах. Or man. Или о мужчинах также. We envision the perfection of these. Можем ли мы представить образ совершенного такого архетипа, Good looking. который выглядит прекрасно, Graceful, powerful, or whatever. такой добрый, сильный и так далее. If you don't speak about any particular woman, you just simply say woman, we have ideas already. Если вы даже не говорите о какой-то конкретной женщине, просто говорите «женщина», сразу же возникают эти идеи и представления. Because whether we like to admit it or not, we have imbibed, we have accepted these archetypes. Потому что верите вы в это или нет, знаете вы или нет, но эти архетипы, они в нас, мы приняли их внутрь себя. So God, the same. И то же самое с Богом. God, that great, all-powerful, Бог этот великий и всемогущий. knows everything, everywhere. Он все знает повсюду. Makes everything be. Он все устраивает, всему позволяет быть. You have this idea. У вас есть это представление. And generally when you say God, immediately we feel we are not able to approach. И обычно, когда вы думаете Бог, сразу же вы чувствуете, что к нему невозможно приблизиться. We accept God is very, very great. We are small. И мы принимаем внутри себя, что Бог, Он такой очень-очень великий, а мы такие маленькие. This is another one of those stereotypes. Это один из таких стереотипов. Believe it or not, God can be stereotyped. Можете, верите вы или нет, но Бога можно залепить такими стереотипами. There's some idea of God, and that becomes the image. Есть какие-то идеи, представления о Боге, и они формируют его образ. And when we have that stereotyped idea in mind, we cannot accept God as a person. И когда у нас в уме вот эти стереотипные представления о Боге, мы не можем принять его как личность. Hardly anybody can even speak about God in terms of a name. Вряд ли, даже мало кто может говорить о Боге в категориях его имени. In some religions they say, he whose name cannot be spoken. That's the way they refer to God. В некоторых религиях они вообще говорят, говорят о нем о том, чье имя нельзя произнести. Because God is so great, you can't come near to God by speaking His name. That's too familiar. Потому что Бог, Он такой великий, вы не можете приблизиться к Богу, называя его по имени, это будет фамильярно. So we have this idea, this huge being. И вот у нас есть эта идея, что это какое-то огромное существо. And as far as our relationship, our idea is simply to pray, to beg, to get mercy from. И что касается наших взаимоотношений, наше представление таково, что ему можно только молиться, что-то у него просить, прощения, каяться. When one accepts this stereotype, one cannot make the connection. И когда человек принимает такие стереотипы, он уже не может установить It's all about acceptance. связь.
Это все касается приятия. And when one accepts И когда человек in принимает another way, другим образом, that will change entirely the conception. это полностью меняет концепцию. In other words, by not accepting the stereotype, but accepting the energy, one Другими can словами, transform how one experiences the Supreme. другими словами, не принимая стереотип, но принимая энергию, человек может трансформировать свой опыт общения с Всевышним. In fact, we're so filled with stereotypes, it's very hard to come up with names or words that will describe God. На самом деле мы настолько заполнены этими стереотипами, что нам даже трудно придумать какие-то имена или слова, чтобы общаться с Богом. I just use this word, the Supreme, Я просто использую это слово Всевышний. but that's a stereotype. Но это тоже стереотип. This one who's on the top of this huge hierarchy called existence. Это он означает, что это некто, кто на самой верхушке этой иерархии, которая является собой мироздание. And that's why I like it so much just to stand here and accept. Именно поэтому мне так сильно нравится просто стоять здесь и принимать. Because when you accept the energy, for example, from the deities, Потому что когда вы принимаете энергию, например, от божеств, you're not accepting supremacy. вы не принимаете при этом его верховенство, You're not even accepting omniscience or omnipresence. вы не принимаете его вездесущность, при этом всемогущество, You're not accepting the all-powerful. не принимаете его в то, что он всезнающий и всемогущий. You're not even accepting that stereotypical, archetypical term God. Вы не принимаете этот стереотипный, архетипный термин, понятие Бога. Or at least you shouldn't have. По крайней мере, этого не должно происходить. One simply accepts that energy. Тогда человек просто принимает их энергию. When we first started having people tune to the deities, I used to say, it doesn't matter who they are. Сначала, когда мы начали вот, практику настройки людей на божества, я говорил, даже не важно, кто они. Doesn't matter if you believe something, you don't believe Не something. важно, верите вы во что-то или нет. Your knowledge means nothing. Ваши знания здесь ничего не значат. Just assume Просто предположите, that there is energy. что есть энергия, Just feel it. и просто почувствуйте ее. And everybody would. И все это могут сделать, всем удается. The only thing stopping any human being from feeling their energy is an idea. Единственное, что останавливает людей от ощущения их энергии, это какие-то их представления. Because it is our nature to feel. Потому что наша природа в том, чтобы чувствовать. We can feel all kinds of things all over the place. Мы можем чувствовать очень много всего повсюду. But if you just open yourself to feel, Если вы просто открываете себя к тому, чтобы чувствовать, you don't need any ideas. вам больше не нужны никакие идеи и представления. Just accept there is an energy. I have the capacity to feel. Вы просто принимаете, вот энергия, и вы понимаете, у меня есть способность чувствовать. And then you feel. Затем вы чувствуете. That energy is purely that energy of the divine. Эта энергия, это в чистом виде, та самая энергия божественного. And that energy doesn't include within it supremacy. И эта энергия не содержит в себе его верховенство. Supremacy is very important when you're a human being. Верховенство очень важно, когда вы человек. Who's in charge? Всегда важно, кто здесь главный, Who's the strongest? кто самый сильный, Who enforces the laws? кто здесь устанавливает законы, Who's the force behind the church? кто является силой, которая стоит за церковью. So supremacy is very important for humans. Так что для людей вот это верховенство, оно очень важно. But when one simply feels here, Но когда человек просто чувствует здесь, supremacy is not part of it. верховенство не является частью этого. Indeed, all that is important is connection. На самом деле все, что это именно связь. You have felt, you feel,
you therefore are connected. Вы что-то почувствовали, вы чувствовали, и поэтому у вас есть эта связь и контакт. Let's say you marry somebody. Вот, допустим, вы вступаете с кем-то в брак. You have a paper, the marriage certificate. У вас есть эта бумага, свидетельство о браке. You've done the ceremony, you've cut the cake. Вы пошли церемонию, разрезали тортик, You wear the ring. одели кольца. You share the flat. Вы живете в одной квартире, But you're not connected. при этом между вами нет связи. All of these rituals mean nothing. И все эти ритуалы тогда ничего не значат. And let's say you're not married. А допустим, что вы не женаты, You don't wear the ring, you don't do the jazz. вы не носите кольца, и никаких формальностей, ничего не делаете. But you're connected. Но если у вас есть связь, What's more important? что же более важно? Is the connection the important thing, or are all these other things that surround it? Важна ли вот эта связь в широком смысле, или все эти другие моменты? What really counts is the connection. То, что действительно важно, это связь. Even if you were connected once and you get married, but you're not connected later on, you don't care about all these things. Даже если когда-то вы чувствовали эту связь, но потом вот вы поженились, у вас она пропала, для вас все это прошлое не будет таким важным, Because you've lost the connection. потому что вы тратили эту связь. Life becomes very different. Тогда жизнь становится совсем другой. Similarly with the Supreme, the Divine, God, that Great One, all that counts is the connection. Подобным же образом со Всевышним, с Божественным, с Богом, все, что на самом деле важно, это именно связь. Now the reason I speak badly about this term, the Supreme, is because you cannot connect to Supreme. Причина, почему я сегодня так вот как бы немножко плохо говорю об этом понятии Всевышний, потому что со Всевышним, в его верховенстве, невозможно, очень трудно установить связь. There's only one relationship possible, and that is awe and subservience. В таком случае возможен только один вид взаимоотношений, это вот благоговение и ощущение себя его подданным. But that's not a connection. Но это не связь, It's not love. это не любовь. Now, when you connect to the divine, it's a personal thing. Когда вы соединяетесь с Божественным, это нечто личное. Because my energy is divine itself, connecting to the divine is easy. И так как моя энергия, она сама по себе божественна, то вступать в эту связь, соединяться с Божественным, это легко. Because it's similar energies meeting. Потому что подобные энергии при этом просто встречаются. When you feel that energy, you feel something very familiar. Когда вы чувствуете эту энергию, вы чувствуете что-то очень знакомое. So God is familiar. Поэтому Бог, вы с Ним уже знакомы. Not a mystery. Это не какая-то мистерия. Not a far away, unattainable. Это не что-то такое запредельное и недостижимое. A familiar energy. Это знакомая вам энергия. That's a very encouraging point. Это очень вдохновляющий момент. To feel that familiarity. Чувствовать вот это родство. That returning. Это возвращение. That embrace. Эти объятия. Like lovers who have been apart and meet. Как и люди, которые очень любят друг друга, и они были в разлуке, вот они встречаются. It's just a question of experiencing again that familiar energy. Это всего лишь вопрос того, чтобы вновь ощутить, почувствовать эту знакомую уже вам энергию. And it's all about how you accept. И здесь все сводится к тому, как вы принимаете. And therefore I said in the very beginning, the key is in acceptance. Именно поэтому в самом начале я сказал, что ключ в приятии. And how you accept energy. И как вы принимаете энергию. Now, when you are accepting energy from the divine, no filter is acceptable. Когда вы принимаете энергию от Божественного, здесь неприемлемы никакие фильтры. And that is an important point. И это важный момент.
We always have up some filters. У нас всегда включены какие-то фильтры. Every person that we meet, we have a filter. Каждый человек, кого мы не встречали, у нас стоят фильтры. With this person, I don't express that. With this person, I don't accept this. Вот с этим человеком и с ним нельзя выражать вот то-то, а вот от этого человека нельзя принимать другое. When I'm in the metro, I have filters all over the place. Когда я в метро, я просто надеваю на себя все фильтры, какие только есть. It's interesting how we create these filters. Это интересно, как мы создаем эти фильтры. It's automatic. Это автоматически происходит. And what's even more interesting is that these filters are all adjustable. They depend on the person that we're near. И что еще более удивительно, что эти фильтры, они приспосабливаются, они подстраиваются под человека, с которым мы общаемся. Sometimes we say, "You're not going to get to me. No way. I am just this ice cube here." Иногда мы говорим, тебе не удастся ко мне приблизиться никакими способами, я для тебя как кусочек льда. We create these filters, Мы создаем эти фильтры, and they are adaptable and adjustable. и они такие адаптируются, их можно как-то менять, перестраивать. Now, when you're standing in front of the divine, all filters are useless. Когда вы стоите перед Божественным, все эти фильтры, они просто бесполезны. What filter would have any value? Какой смысл в каких-либо из этих фильтров? How about, well, I'm not going to let them know how really nasty I am inside. Как насчет такого, например, что я не позволю знать, какой я на самом деле нехороший внутри, скверный, отвратительный. Well, that's ridiculous. Но это смехотворно. They know all that stuff. Они все это прекрасно знают. What can you hide from the divine? Что вы можете скрыть от Божественного? Your history? Свою историю? Like when we speak with other people, what do? Well, we hide aspects of our history so they won't know that, oh, we actually did that. Например, когда мы общаемся с другим человеком, что мы делаем? Мы скрываем определенные страницы своей истории, чтобы он ни в коем случае не узнал, что я вот такое вот ужасное сделал. So we're going to hide our history? И что, мы собираемся скрывать страницы своей истории от Божественного? Hide our desires. Скрывать свои желания. We're going to come in here with other desires, really, but we're going to pretend like, oh, yes, we just want to connect. Мы придем, и у нас как будто совсем новый набор желаний. Вот такие вот у нас желания, да, мы просто хотим здесь почувствовать эту связь. The more I talk about this, the more absurd it is. Чем больше я буду это описывать, тем больше это абсурдно. Obvious conclusion, absolutely no filters have any value. Очевидный вывод в том, что абсолютно никакие фильтры здесь неуместны. Just let them all go. Просто отпустите их все. And what is left? И что же тогда останется? Acceptance. Приятие. That is a very beautiful state. Это на самом деле прекрасное, очень прекрасное состояние. Simply acceptance. Просто приятие. We do not usually experience such a state. Обычно мы не позволяем себе опыт таких состояний. Because we're filled with filters. Потому что мы заполнены всеми этими фильтрами. But if we just simply understand that all these filters are just foolish when they see through them anyway. Но если стоит нам просто понять, что все эти фильтры, они глупые и неуместные, потому что они видят нас насквозь в любом случае. So just acceptance. Поэтому просто приятие. And then that familiar energy comes. И затем приходит это уже хорошо знакомая вам энергия. I think that is the most beautiful experience when one has never had it before. Я думаю, что это вообще самый прекрасный опыт, особенно когда у вас его уже давно не было. You know, we're going through our lives looking for these kind of На experiences. самом деле мы живем по жизни и только ищем именно такого рода опыт. I even find myself sometimes I meet somebody and then I wonder, do I know you? Я даже замечаю за собой, иногда встречаю кого-то и начинаю недоумевать, неужели я вас уже знаю?
Have we met? Может, мы уже встречались? Are you familiar? Может, вы уже мне знакомы? Is your energy compatible? Совместима ли со мной ваша энергия? We're looking for this kind of familiarity. Мы ищем вот этого вот родства. Now, experiencing that familiarity of the divine energy is so comforting. И на самом деле получать опыт родства этой божественной энергии, это настолько комфортно. And once you do it, you can reproduce it at a moment's notice. И как только вы почувствуете это, вы получите этот опыт, с того момента вы сможете воспроизводить его за одно мгновение. And that's what's so nice. И это то, что так прекрасно. It's not a unique experience you have once and that's it. Это не какой-то уникальный опыт, который с вами произошел один раз и все. You can reproduce it at any moment when you want. Вы сможете воспроизводить его в любой момент, когда захотите. You simply throw away all those filters and just accept. Вы просто выкидываете все эти фильтры и просто принимаете. It's incredible. You can reproduce it in any moment. Это поразительно. Вы можете воспроизводить его в любой момент. And you feel that familiar energy. И вы чувствуете сразу же эту знакомую вам, родственную энергию. Now, what happens when you just do that acceptance? Well, you just float in that energy. Что происходит, когда происходит у вас это приятие? Вы начинаете как бы парить в этой энергии. You feel good in that energy. Вы чувствуете себя замечательно в этой энергии. But one of the more interesting aspects of energy is that it's full of information. Но один из самых интересных свойств энергии в том, что она исполнена информацией. Energy contains information. Энергия содержит в себе информацию. Whether we can hear it, or see it, or smell it, taste it, touch it, or whatever, there's information there. Можем ли мы ее видеть, слышать, ощущать ее на вкус, на запах или на прикосновение, но энергия содержит в себе информацию. And one of the most wonderful qualities of the divine is their divine energy has all kinds of divine information. Одно из чудесных свойств энергии божественного в том, что божественная энергия содержит в себе божественную информацию. And when we accept it, we find energy that is relevant to us. Information, that is relevant to us. И когда мы ее принимаем, мы обнаруживаем в ней информацию, которая актуальна для нас. Why is that? Почему так? Because they're intelligent. Потому что они разумны. It's not like they're just some broadcasters. Это не так, что они просто какие-то излучатели или вещатели. They know that it's you. Они прекрасно осознают и понимают, что это вы стоите перед ними. So they send to you their energy that is just relevant to you. Поэтому они направляют к вам свою энергию, которая актуальна именно для вас. Now, what do you do with the information? И что же вы делаете с этой информацией? Again, it depends on how you accept it. Опять же, здесь все зависит от того, как вы ее принимаете. And the more you accept that energy and the more you accept the information within it, the more it comes. Чем больше вы принимаете эту энергию, чем больше вы принимаете эту информацию, тем больше ее к вам приходит. The only difference between us here and those who might associate with the divine is that the associators have no filters. Единственная разница между нами здесь и теми, кто свободно общается с Божественным, в том, что у тех, кто общается, у них нет этих фильтров. They are accepting that energy. Они принимают эту энергию. Now, I speak about this specifically from the platform of energy. И я говорю об этом конкретно с позиции энергии. I'm not talking about some specific kind of a personality with a specific kind of activity in a specific kind of location. Я говорю это безотносительно каких-то конкретных личностей, конкретных мест. I'm speaking about this energy right here, right now. Я говорю об этой энергии прямо здесь, прямо сейчас. When I speak of it, it is to induce an experience. Когда я говорю об этом, на самом деле
Цель этого в том, чтобы вызвать в вас определенный опыт. You can memorize thousands of books, but unless you have that experience of the divine, it will not mean anything to you. Вы можете выучить наизусть тысячи книг и писаний, но пока вы не получите опыт божественного, это ничего не будет означать для вас. And the divine is mainly concerned with that experience. А божественным его также больше всего интересует именно этот опыт. Because information is a subset of the experience. Потому что информация это является уже вторичной составляющей этого опыта. Enlightenment is a word we have heard in the past. Просветление это слово, которое мы много раз слышали в прошлом. To be enlightened. Быть просветленным. Now it gives the image, I don't know if it works in Russian the same way, the image of some kind of illumination or a light bulb or a fire or some kind of blazing realization. Просветление, оно имеет в себе образ света, и может возникнуть образ какого-то излучения из головы, как от света лампочки или от огня. But however you talk about it, in whatever culture you talk about it, the implication is that you know something that people never knew before. Но что за этим скрывается, что это означает, обычно в любой культуре, это значит, что вы знаете нечто такое, что другие еще не знали. Now, enlightenment is factually an experience. Просветление фактически это некий опыт, where you experience the energy of the divine. Когда вы на своем опыте чувствуете энергию божественного. And you experience it in exactly the way which resonates with you, harmonizes with you to expand what it is that you are. И вы получаете этот опыт в точном соответствии с тем, как он гармонично резонирует в вас и расширяет то, кто вы есть. As soon as you experience that, and you allow the information that goes along with it to flood to you, you will never be the same again. Как только вы получаете этот опыт, и вы позволяете всей информации, которая в нем содержится, заполнить вас, вы никогда больше не будете прежним. In essence, this acceptance is an enlightened state. На самом деле это приятие и есть уже состояние просветления. Now, how to perpetuate that state is a problem. Как затем продолжить это состояние, но это уже проблема. Because after all, there is all this practicality of existence. Потому что в конце концов есть столько много практичных всяких аспектов существования. But if at least we can feel it here, isn't that good? It's good enough for starters anyway. Но если, по крайней мере, мы сможем чувствовать ее здесь, то это уже достаточно хорошо для начинающих. So, I like very much to come here. Поэтому мне очень нравится приезжать сюда. Because all of these wonderful deities create an energy in here which is so thick and beautiful. Потому что все эти божества здесь, они создают такую энергию, настолько мощную, плотную и прекрасную. But you have to accept it. Вам нужно принимать. If you don't accept it without filters, it'll just be some other form. You'll feel it as an energy which is just like all the other energies that you swim around in all day long and you don't pay attention to. Если вы не позволите себе принять эту энергию без фильтров, то для вас это будет всего лишь разновидность каких-то других энергий, которые вы, может быть, замечаете вокруг себя постоянно и не уделяете им особого внимания. Therefore, these places, these refuges are very important. Именно поэтому вот эти места, эти, можно сказать, убежища, они очень важны. Because it's a place that preserves and nurtures and protects and facilitates that experience. Потому что такие места, они как раз сохраняют, они питают, и они создают условия и способствуют получению этого опыта. And all understanding that is already within us will just flow again because of having that environment within which to experience. И все то понимание, которое уже есть внутри нас, оно расцветает и начинает снова
струится потоком благодаря этому окружению, благотворному для него. Are there any questions about this point? Есть ли какие-то вопросы по этой теме? А если не пользоваться словом Всевышний, тогда, может, остается слово наиболее любящий, или это тоже не отбрасывает? If we do not use term supreme, then maybe is only better term left is like the one who loves the most. Well, that's an interesting term. Это интересное определение, интересное слово. But if you're talking about Radha and Krishna, who would be the one? Но если говорить о Радхе и Кришне, кто же из них наиболее любящий? О. Well, I mean, other than that one point, it's a good point. Но за исключением вот этого нюанса, это очень хорошее предложение. Yes. Ну вот у меня вопрос про взаимоотношения с людьми энергетического плана. I have a question about the relationship with people in the energetic level. Ну, потому что когда, например, мы принимаем божества, да, мы принимаем и как бы их внешнюю форму, естественно, да, и как бы энергию, все, ну, целиком. То есть есть некая целостность приятия. When we accept the deities, there is some wholeness to this acceptance. We accept them fully, their form, the energy, everything about them. Я вспоминаю, что как-то раз мы делали упражнение на одном из занятий, где мы принимали, чувствовали энергию друг друга, люди. I remember we had done this exercise at some workshop where we were trying to accept energy of another person. И тогда я sпросила, что как же так, мы принимаем энергию, а при этом, мы можем не любить друг друга как люди, и мы можем не нравиться друг другу. At that time I asked how is it possible we accept energy, but at the same time we may not even love each other or like each other. Вот я хочу в связи с этим спросить, не является ли такого рода как бы энергетическая связь, когда мы связываемся друг с другом как бы на уровне энергии, да, на уровне духа, при этом не принимая личность друг друга, не является ли это вообще достаточно высокой формой имперсонализма? The question is when we accept the energy of another person, but we do not accept his or her personality, is it some form of actually impersonalism? Когда как духовная энергия, это типа хороший. А что ты сам из себя представляешь, это меня вообще никак не интересует. И никакой I appreciate what you are as a spiritual energy, but what you are as a person, I'm not interested at all. Me? Particularly? кто-то. In general. Okay. First of all, we have to make a distinction here, because your question was based on a premise which I don't accept, so we're going to have to talk about that. Прежде всего, здесь нужно провести некое разграничение, потому что ваш вопрос основывается на предположении, которое я не принимаю. When we accept the energy here without filter, that's appropriate. Когда мы принимаем их энергию без фильтров, это то, что стоит и то, что подобает в такой ситуации. Because that facilitates our divine experience. Потому что это способствует нашему божественному опыту. You've never heard me say you should do the same thing with another person. Но вы никогда не слышали, не услышите, чтобы я вас призвал к тому, чтобы то же самое вы делали с другим человеком. It's not something we can do. Это не что-то, на что мы способны. We always have these filters. These filters are there for our self-preservation. У нас всегда есть эти фильтры, на самом деле они предназначены для нашего самосохранения. Because people are not evolved enough to not hurt each other. Потому что люди, получается, они недостаточно развиты, чтобы не причинять друг другу боль. People always hurt each other. Люди всегда, так или иначе, причиняют боль. In fact, the more there is love, the more pain there is. На самом деле, чем больше в отношениях любви, тем больше там также и боли. And therefore, one has to be very careful with people. Поэтому с людьми нужно быть очень осторожным. Now, accepting another person's energy
I mean, you can do it, for example, when you're working on healing, or you can do it if you want to be a psychic, or you can do it just because you want to know how to present something to the person, or figure out if they're lying, millions of reasons. Принимать энергию другого человека, это бывает в разных ситуациях, когда вы проводите к нему исцеление, когда вы какой-то экстрасенс, или настраиваетесь другого человека, или не знаете, как ему что-то объяснить, может быть много ситуаций. There's always a distance, there's a detachment. Но всегда есть некая дистанция, некая отстраненность. Even if you're married or you're having a loving relationship, there'll always be a distance because you're aware of the fact that there is two. Даже если вы в браке с человеком и вы любите друг друга, но всегда между вами сохраняется некая дистанция, потому что вы знаете, что вы два разных человека. Now the reason you don't need that distinction is because their energy is complete. Причина, почему с ними вам не нужно проводить этого разграничения, потому что их энергия, она полна. And our energy is a part of theirs. Их энергия завершенная, и наша энергия является частью их энергии. So we can directly accept without any reservation because we fit perfectly together. Поэтому мы можем непосредственно и полностью их принимать, ничего не резервируя, так сказать, потому что мы совершенным образом входим и вписываемся в их энергию. But our energy is limited. Но наша энергия ограничена. And other people have a distinct and unique set of that limited energy. И у других людей, у них своя отдельная и особый набор энергии. So when we're together with other people, it'll never be that there is this complete connection. Поэтому, когда мы общаемся с другими людьми, никогда не будет между нами такой вот полной, завершенной связи. As much as you want it. Как бы вам этого не хотелось. It just simply won't happen. Этого просто не произойдет. And therefore, it's different dealing between each other than it is dealing with the divine. И именно поэтому совсем другое дело наши взаимоотношения друг с другом и наши отношения с Божественным. Yes. В интервью вот журнал «Империя Духа» прочитал, Хари сказал, что Прабхупада, когда он с ним познакомился, вдохновил его своей мистической энергией, и его мистическая энергия вдохновляла гораздо больше, чем его слова. Вот вопрос такой в сфере человеческих взаимоотношений. Для мистика насколько вообще важны слова во взаимоотношениях? И первый вопрос. А второй, вот как это было в случае с Прабхупадой? Почему так получилось со словами? He read your interview in the magazine, the slightly the person, and there you mentioned that when you met Prabhupada first time, you were more impressed with him as a mystic rather than by his words. And the question is, does words have any significance, or what significance they have for mystics? That's a very interesting question. The second part is how it was with Prabhupada. I answered his question according to that understanding that I'm going to answer yours. Я ответил на его вопрос как раз в соответствии вот с тем же пониманием, с которым я собираюсь ответить на ваш вопрос. I could have answered his question with some words. Я мог бы в ответ на его вопрос просто произнести какие-то слова. I could have maybe quoted somebody else's opinion. Может быть, я мог бы процитировать чье-то другое мнение. Or I could have said what I wanted, what I might have thought I should have said. Или я мог бы сказать то, что я, может быть, подумал, что я должен был сказать. But I chose not to because I have no experience. Но я выбрал этого не делать, потому что у меня не было достаточно опыта. So that means I, as a person, have made a choice that my experience is far more important than something which is a knowledge that is not experienced.
это значит, что я как личность сделал выбор, что для меня опыт является более важным, чем просто какое-то знание, которое не подкреплено опытом. It wasn't because I'm trying to avoid the question. Это я сделал не потому, что я пытался избежать ответа на вопрос. Now, what was interesting about that interview at Kunpaling И что интересно об этом интервью в Кунпанлинге, was that I realized, well, that wasn't the first time, but I realized that my mentality that I just expressed has been with me for a long time. это то, что я осознал тогда, хотя и не в первый раз, что вот такой вот мой подход, вот такой вот мой настрой, он был со мной всегда. So I met Prabhupada first in June of 1971. Я впервые встретил Прабхупаду в июне 1971 года. And when I saw him, my experience of him was all that mattered to me. И когда я его увидел, то мой опыт, то, что я чувствовал при этом, это все, что было для меня важно. And to the degree the words were in harmony with my experience, that amplified И the experience. в той степени, в какой слова они соответствовали этому опыту, они тем самым обогащали этот опыт, усиливали его. And where the words were not in harmony with experience, it created a distortion. А когда слова не сочетались гармонично с моим опытом, это создавало искажение. Now, I'm not a mental person. Я не ментальный человек. I don't live in a world of words Я не живу or thoughts. в мире слов там, или мыслей. For me, words have value only when they're connected with experience. Для меня слова имеют ценность только тогда, когда они связаны с опытом. And when words are not connected with experience, they're not very valuable. Когда слова не связаны с опытом, тогда они не имеют особой ценности. I have a hard time reading books. Мне очень трудно вообще читать книги. Okay, technical books I have no problem because I can immediately use all this technical jazz in something I have to do. Ну, с техническими книгами проблем нет, потому что ту информацию, которая в них, я могу сразу же применить на практике с ими. But I'm talking like novels. Но я имею в виду какие-то там художественные произведения, поэмы. Me personally, I have a very hard time dealing with novels because I'm supposed to accept the world of the author. Эти романы. Мне, как человеку, очень трудно читать их, потому что тогда я должен принять мир автора. And I generally don't like to do that. И обычно мне не нравится это делать. I don't know why. Я не знаю почему. Maybe because the experience has to appear in my head. Может быть, этот опыт, он должен как-то отобразиться, проявиться у меня в голове. Now, previously, I'm talking long time ago, I used to really read a lot of books. Раньше, но я имею в виду очень давно, раньше я читал очень много книг. Tons of novels, science fiction. Я читал всевозможную фантастику, огромное количество этих романов. Whatever. I just read, and I love to create all these worlds. Что бы там ни было, я читал, и мне нравилось создавать внутри себя эти миры. But I've changed. Но я изменился. And I think that my experiences with individuals who I have met who have just enormous mysticism to them have transformed me. Но я изменился, я думаю, что именно мой опыт общения с людьми, в которых содержался этот вот мощный мистицизм, он меня как раз и трансформировал. Because I have changed. I am very much absorbed in experiences, and words are only tools to transmit those experiences or to understand them more deeply. Потому что я действительно изменился, и все, что для меня сейчас важно, это именно опыт, а слова, они важны только настолько, насколько они передают этот опыт. So for me, words have value, a lot of value. Поэтому для меня слова имеют ценность, и довольно большую ценность.
I mean, after all, I'm using them right now. В конце концов, я пользуюсь ими прямо сейчас. But the words are connected with experiences. They're not disconnected. They're not disjointed or detached. Но при этом слова, они связаны с опытом, они не отсоединены от него или не отстранены от него. I have a very hard time talking about a completely theoretical, detached situation. Мне очень трудно говорить о каких-то совершенно отстраненных ситуациях. It's just my nature. Просто такова моя природа. I am not condemning the entirety of literature. И при этом, поймите меня правильно, я ни в коем случае не осуждаю всю совокупность литературы и художественной. I am not saying that there's something wrong with absorbing yourself in the world of another in a book. Я совсем не утверждаю, что что-то не так в том, чтобы погружать себя в другой мир, когда вы читаете какую-то книгу. What I am saying is that for me, words and experiences became linked. Но то, что я имею в виду, что я говорю, что для меня слова и опыт, они стали тесно связаны друг с другом. And I cannot separate them, even if I would want to. Я больше не могу их отделять, даже если захотел бы. Actually, I don't want to, На самом деле я не хочу. but I wouldn't know how to do it even if I wanted to. Но даже если бы я захотел, я бы даже не знал, как это сделать. Of course, I see no reason to want to, so maybe that makes the situation the way it is. Конечно, я не вижу причин, чтобы хотеть этого, поэтому, может быть, и получается такая ситуация. Now, the problem is, when you have a personality like this, is that when you're having fun and you're saying things, it can get sticky. Но проблема, когда у вас такая личность, это когда вам весело и веселитесь, и вы что-то говорите, это может стать так навязчиво, что... Especially because when your experiences are reflecting something in another person which is not usually their natural energy, or it's maybe not appropriate, whatever you say is connected to that. You can't avoid it. It's very hard to hide. You can't lie very well. I'm a lousy liar. Особенно, когда ваш опыт, он как-то связан или отражает что-то в другом человеке, что, может, не всегда в нем проявляется, он сам, может, это не очень осознает. И с другими словами, не удается врать. Я совсем никудышный лгун. So since I'm a lousy liar, I've learned how to be an expert avoider. Так как я никудышный врун, мне пришлось научиться стать искусным таким избегателем определенных тем. So to answer your question again, words have enormous value. И ответ на ваш вопрос, опять же, слова обладают огромной ценностью. But only in that context. Только в этом контексте. Did that answer your question? Это отвечает на ваш вопрос? No. Мне до конца хочется понять, как это на примере Прабхупады, как это в принципе возможно, что вдохновляет вас мистическая энергия человека, но слова при этом того же самого человека вдохновляют меньше. Not completely. Либо в чем He answered, he would like also to know more how in the example of Prabhupada specifically was it possible that you were inspired by him as a mystic and you were not inspired by his words. But I didn't say that. Но я прямо так вот не говорил, как ты это сформулировал. I said that the words, when they were in tune with the mystical experience, had enormous value. And when they weren't, it created a distortion. То, что я говорил, что когда его слова, они настроены с мистическим опытом, они имели для меня огромную ценность, а когда они как бы не гармонично были с ним настроены, это создавало искажения. You weren't listening. Может быть, вы не очень внимательно слышали. Make sense? Это имеет смысл? То есть если Прабхупада говорил что-то не сонастроенное с его мистическим опытом, то Хари это чувствовало, это не вызывало. With what you mean is that if what Prabhupada said was not in tune with his mystical experience, that would create a distortion. You see that
just because I know something really doesn't matter so much as if I'm trying to get the idea across to somebody else. Дело в том, что когда я сам что-то знаю, это не так уж важно вот, по сравнению с тем, когда я пытаюсь донести какую-то идею до кого-то другого. One of the hardest things to do when you're doing what I do right now Одно из самых трудных is to be relevant to all people. вот в том, когда вы делаете подобное тому, что я делаю сейчас, это быть актуальным для всех присутствующих. Because everybody is so very different. Потому что все совершенно разные. So, even though I may know something, that's not enough. Поэтому даже если я, может быть, что-то знаю, этого еще недостаточно. I have to somehow or another state it in such a way that it becomes something that you know. Я должен так или иначе произнести это таким образом, чтобы это стало чем-то, что и вы знаете. Just being a teacher, not enough. Просто быть учителем этого недостаточно. One has to connect with others. Otherwise, there's no meaning to it. Человеку нужно устанавливать контакт, соединяться с другими, иначе это не будет иметь значения. So, I said long ago that anything I say will be from my experience. Я сказал уже давно, заранее сказал, что все, что я буду говорить, это связано с моим опытом. Because if I'm speaking from my experience, I have the greatest possibility to connect to you. Потому что когда я говорю из своего опыта, у меня тогда самая большая возможность тем самым установить контакт и связь с вами. And therefore, you don't hear me quoting something. Именно поэтому обычно вы никогда не слышите, чтобы я цитировал просто кого-то. Some people say, but that's your fault. That's a Некоторые problem. скажут, ну это ваш недостаток, это ваша проблема. And I say, no, that's what is. Я говорю, нет, это то, что есть. That's what you get. Это то, That's что the package. вы получаете, это вот полный комплект. This package talks from its experience. И этот комплект, он говорит из своего опыта. You don't like it? Don't come. Save yourself money. Вам не нравится? Пожалуйста, не приходите, сэкономьте деньги. You like it? Hey, it's free for you. Если вам это нравится, пожалуйста, все для вас.